Добрый день, дорогие пекари! Сейчас готовлюсь к новой выпечке и подумала, что я вам не рассказывала о своих хлебных формах, о том богатстве, которым я обладаю и которым я пользуюсь. Давайте сейчас вкратце расскажу, какие хлебные формы я использую чаще всего. Вообще я люблю хлеб подовый, но есть определенные виды хлеба, которые мне нравятся в форме, и я их пеку именно в форме. Во-первых, что такое хлебная форма? Давайте посмотрим. Хлебная форма характеризуется тем, что у нее очень высокие стенки по отношению к основанию, то есть узкое основание и высокие стенки. За счет этого хлебное тесто больше растет вверх, оно не расплывается в стороны, а растет вверх. В этом ключевое отличие от, например, кексовой формы, где у нас высота стенки меньше, чем ширина основания. И здесь у нас тесто больше раздается в стороны. В этой форме тоже можно печь, но здесь хлеб более будет приземистый, а здесь более высокий. Теперь давайте конкретно о самих формах. Основные формы у меня одинаковых размеров. Самые ходовые для меня L7 и L11. Вот эта форма L11, она очень хороша, и она традиционно используется, например, для бородинского хлеба, для таких небольших буханочек. Это форма L7. Она ровно в 2 раза больше по объему, чем L11. Очень удобно. Я всегда замешиваю более-менее одинаковое количество теста и понимаю уже, на какую форму у меня какой хлеб пойдет. Я не взвешиваю тесто при формовке, при делении, я прикидываю заранее. То есть если у меня хлебушек где-то примерно из 250-300 граммов муки, это на вот такую форму L11. Если из 400-500 граммов муки, это на L7. Вот это интересная вещь. Это такая кассета из 3 одинаковых форм, это как раз таки L11. И когда я делаю порцию бородинского, как раз на это количество, вот на все 3 штуки в кассете у меня хлебного теста, вернее, хватает. Очень удобно печь, очень удобно сажать в духовку, вынимать из духовки. Вот такие кассетные варианты мне очень-очень нравятся. Вы можете видеть, что у меня тут остатки смазки, либо остатки муки. Дело в том, что хлебные формы я не мою. На них, и кроме того покрытия, которое я делала специально льняным маслом, постепенно образуется нагар. Перед выпечкой я их протираю сухой салфеткой, либо сухой тряпочкой, чтобы просто убрать остатки муки, либо остатки смазки с предыдущего раза. Я их фактически не мою, разве что изредка ополаскиваю. Вот эта форма более нестандартной формат имеет и более нестандартный размер, чем, например, предыдущие, да, чем L7, например. Она меньше по глубине и она шире, то есть она практически квадратная, скажем так, вот в проекции вот в этой она квадратная. У нее стенки и основания практически равны. Это форма Пульман. Пульман форма с крышкой. Вот от нее крышка, не смотрите, что здесь ржавчина, это сталь обыкновенная, не нержавеющая. И вот такая крышка. Закрывается она с трудом, но закрывается, то есть к этому нужно приложить некоторые усилия, и она закроется. Форма Пульман используется для хлеба, для тостов. Получаем ровную прямоугольную буханку, ровную со всех сторон, без традиционного скоса к низу. И получаем нежную корочку за счет того, что печем под вот этой крышкой. То есть у нас получается такой на срезе квадрат, который нам удобно потом в тостер отправлять. И здесь по количеству теста где-то 400 граммов, 350-400 граммов муки. Обратите внимание, что тесто может быть разной влажности, разной плотности. Я сейчас говорю на среднюю плотность, влажность 60%. Есть еще вот такая круглая форма. Видите, несмотря на обработку льняным маслом и обжиг, эта форма прилипает. Вот здесь видны следы от ножа, она прилипает, но теперь я пользуюсь своей антипригарной смазкой постоянно, смазываю эту форму, и она перестала у меня прилипать. Больше я не стала ее обжигать, просто смазываю. Вот эта форма, это где-то на 350 граммов муки, у меня таких несколько. Очень красивый хлеб получается, замечательный, дарницкий, формовой, вот в таком круглом формате. Еще у меня есть вот такая модная форма. Видите, она выгодно отличается своей красотой от всех предыдущих.
с якобы антипригарным покрытием. Эту форму я купила на AliExpress. К сожалению, вот это покрытие золотистое сходит вместе с вашим изделием. Одну такую форму я уже испортила, растаивала в ней ржаной хлеб, кислота ржаного хлеба, разъела все это покрытие, у меня все заржавело и форму пришлось выбросить. Сейчас она у меня пока стоит, но теперь вот эта вот именно форма, но теперь я думаю, что я буду либо с бумагой использовать, либо вообще не буду использовать. Подумаю, потому что жалко испортить изделие. Она, конечно, удобная, красивая, но, к сожалению, некачественная. Хотелось бы приобрести подобную, но качественную. Ну а вообще это традиционные такие еще из советского прошлого формы хлебные. В чем преимущество хлебной формы? Во-первых, удобно растаивать. Во-вторых, удобно сажать в духовку. А в-третьих, больше хлеба получается в духовке за одну закладку. То есть вы ставите, можете поставить несколько рядов по-разному. Вы уверены, что хлеб у вас не сомкнется, не будет притисков, чтобы каждая буханка будет отдельная, она будет красивой. Как обрабатывать формы? Я делала сюжеты. Посмотрите обработку льняным маслом, если продолжает прилипать. Посмотрите сюжет о универсальной смазке для форм. Я не покупаю формы с антипригарным покрытием, потому что у них есть предел жаростойкости у всех антипригарных покрытий. Я использую такие просто алюминиевые формы без покрытия, стандартные, классические. Ну а на этом все. Других форм я не использую. Напоминаю, что можно печь хлеб в любой форме, хоть для торта, хоть для кекса, любая, которая у вас есть, сгодится. Самое главное, чтобы хлеб вам нравился, получался вкусным, ароматным и полюбился вашей семье. Давайте с вами продолжать печь, испечем еще много всего интересного. Подписывайтесь на все мои ресурсы и приходите в хлебную школу. Все ссылки в описании.